Ребята, привет! Вы на канале Зооком Клуб, я Евгений Рыболтовский. Ну а те, кто меня уже знает, скажут, ну опять Евгений чудит, лежит в холоде, на ветру, на берегу какой-то канавы. Ну, действительно, я же не могу не чудить. Сегодня мы традиционно снимаем голубых лягушек. Пришло время, середина апреля, уже вторая половина апреля. Мать и мачеха вовсю цветет, птицы поют. И время голубых лягушек. Ой, дайте-ка я попробую сесть как-нибудь поудобнее, так, чтобы и не всему вымокнуть. Время голубых лягушек. Чем удивлять-то, да? Так вот, удивлять будем лягушками. Уже традиционно второй или третий даже раз весной я показываю вам, что такое остромордые лягушки. Казалось бы, обычные бурые лягушки, которые летом ничем не примечательные, и увидев такую лягушку, прыгающую под ногами, вы даже не задумаетесь о том, насколько она удивительна, насколько она невероятна, насколько она необыкновенна. Потому что, дайте-ка поправлю камеру, вот так вот. Потому что действительно остромордая лягушка невероятна. Очень мало кто это знает, очень мало кто это видел, потому что мы отвыкли всматриваться в то, что нас окружает. Мы привыкли бежать. Мы бежим куда-то бегом и совершенно не готовы сесть, посидеть несколько часов. Ой, как сыро! Боже мой! Уже все промокло, несмотря на болотные сапоги. И посидеть несколько часов, понаблюдав за тем, что происходит вокруг. Мы идем мимо канавы. Ну, лягушки в канаве. Где-то там квакают, потом раз, спрятались. Даже если мы их увидели всплывающими, мы видим их обычными, коричневыми. Вот и я, собственно, сейчас, подойдя к этой канаве, где нерестятся остромордые лягушки, вынужден был очень долго дожидаться, пока они снова всплывут, пока они перестанут прятаться. Вот сейчас начали всплывать снова. Пока не перестанут прятаться и лежать спокойно, не пугая их, дожидаясь того момента, пока они снова не станут голубыми. Это фокус. Всплывают они обычными коричневыми лягушками, когда они испугались и на дне, посидев немножечко, остыли. Они ничем не примечательны, действительно. И мы проходим мимо. Но, успокоившись, посидев на солнце, на поверхности, согревшись, через полчасика, не раньше, они снова становятся яркого небесно-голубого цвета, снова начинают свои песни. Вот это действительно сказка, это действительно фантастика. Ведь, казалось бы, что такого примечательного может быть в наших лесах? Слышите? Вот. Птицы поют, лягушки снова заквакали. Я сижу спокойно, руками не размахиваю, и они снова начали выходить. Много примечательного, много интересного. На самом деле, действительно, я уже говорил, что можно взять любой пень, старый трухлявый пень, и снять про него целый прекрасный фильм. Вы даже не представляете, сколько жизни в этом старом трухлявом пне. И различных животных, и различных растений, и чего там только нету, и разные грибы. И об этом можно говорить, говорить и говорить. И сегодня, конечно, мы говорим вот об этом чуде, которое происходит буквально 1 неделю в году, когда начинает пригревать солнце, когда
распускается вовсю, не первые цветочки, а уже вовсю мать и мачеха. И в водоемах еще, знаете, каких? Еще а, в ледяной просто воде, просто в ледяной, в сапоги затекла. Противно, холодно, ветер холодный. И вот в этой ледяной воде начинают появляться остромордые лягушки. Все лягушки – это чудо. Я могу вам сказать, что в ближайшее время будет сюжет про лягушек очередной. Не про каких-то конкретных, а вообще про лягушек, насколько они прекрасны. И вы даже, многие из вас даже этого не подозревают, потому что, да, что такое лягушка? Почему-то все считают, лягушка – это такая зеленая в канаве. Нет, 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 ни в коем случае. Вот сегодня лягушки голубые, яркие, красивые. К сожалению, я уже поздно вышел на охоту за ними. Солнце начинает потихонечку скрываться. И такого невероятного яркого голубого цвета я уже дождаться не смогу. Хотелось бы еще прийти сюда ночью и поснимать ночью в свете фонаря. Ночью остромордая лягушка вообще, знаете, не голубого и не розового, а эти два цвета смешиваются. И получается какая-то сумасшедшая сиреневого цвета лягушка. Но на это тоже никто не обращает внимания. Смешно? Смешно. Птицы. Там куличок ходит. Очень интересно. Весна – мое любимое время года, потому что весной, знаете, каждый день что-то приносит. Каждый день что-то случается. И это все быстро проходит. И надо успевать, успевать, успевать. Завтра, например, я планирую ехать снимать гадюк. Это тоже уже традиционная весенняя съемка, чтобы вы смогли посмотреть, как красивы эти змеи, они действительно невероятно красивы, и чтобы вы знали, что делать при встрече с гадюкой, как надо себя вести, как не надо себя вести, и что делать, если вдруг что-то случилось, какая-то неприятность произошла. Вот завтра будем обязательно ловить гадюк, показывать гадюк. И в ближайшие дни этот сюжет выйдет. Он тоже уже традиционный. Люди не любят змей, но надо, чтобы они их, по крайней мере, не боялись. Ну что ж, солнце практически скрылось за лесом, только деревья сзади меня еще освещены. Лягушки постепенно теряют свой прекрасный голубой, небесно-голубой иногда цвет. И я думаю, что нам тоже пора домой. На солнце еще более-менее тепло, а вот как только опускается тень, становится прохладно, учитывая, что я все-таки сижу на очень мокрой кочке, ногами в болоте. Вот так. Лягушки невероятно красивы, даже те, которые живут рядом с нами. Самые обычные, самые привычные нам остромордые лягушки, которые живут вместе с другим видом, тоже коричневым, травяной лягушкой. Но, в отличие от травяной лягушки, когда вы берете эту амфибию в руки, вы видите, что у остромордой лягушки брюшко белого цвета, а у травяной зеленовато-коричневая, мраморная. Это стопроцентное отличие этих лягушек. Ну, травяная еще немножечко покрупнее. Вот так. Так что давайте собираться домой, греться, ноги в теплые тапки, горячий чай, кружку. Ну, впрочем, все это ненадолго, потому что у меня еще целое здание лягушек, за которыми сегодня еще надо успеть поухаживать, опрыскать их, покормить, убрать и поснимать тот интересный сюжет, который я хочу вам показать. Как они интересны, как они разнообразны, как они прекрасны, и что это вообще за чудо лягушки, на которых мало кто обращает внимание. А ведь в мире даже масса памятников этим маленьким и, казалось бы, незаметным существам. Все, ребята, пока.
Не забывайте подписываться. Ну, кнопочку колокольчик тоже можете нажать. Тогда вы вовремя получите оповещение о новом видео. А я пойду греться. Удачи вам. Хорошего вечера. Пока-пока. О, все попрятались сразу. Нырнули. Стоило рукой махнуть, и весь пруд вскипел от прячущихся амфибий. Пока. Ай, не утонуть бы.